После 4 дней в Пусане пора двигаться дальше. Отправляемся еще южнее на дальний остров. Так переводится с корейского название Чеджу. Не зря этот остров является одним из самых популярных курортов Кореи. Даже такая организация, как ЮНЕСКО, не обошла его стороной и описала его в своем списке всемирного наследия. О красоте и природном богатстве Чеджу я уже была наслышана, поэтому мне не терпелось взглянуть на него своими глазами. Отдых на этом острове очень популярен у корейцев, плюс у туристов из соседних Китая и Японии. Тысячи азиатов приезжают сюда, чтобы пожениться или провести медовый месяц, а вот иностранных туристов не так много. Первое, что я почувствовала и увидела, выйдя из аэропорта, это солнце, легкий ветер и пальмы. Климат здесь мягкий, и многие специалисты считают, что даже кратковременное пребывание на южнокорейском острове оказывает целебное воздействие на организм человека. Дороги на острове грех жаловаться. Да и трафик спокойный. Оптимальная скорость движения 60 км в час. Вообще на острове нет нужды куда-то спешить. Если в Сеуле все бегут, торопятся, то здесь жизнь течет плавно и спокойно. Приехав в гестхаус, я получила инструкцию о достопримечательностях от местных жителей и отправилась гулять. Поскольку уже было поздно, я решила исследовать ближайшие районы. Первым пунктом стал Парус-мост. Пешеходный мост соединяет остров Чеджудо и маленький птичий островок. Этот островок – пристанище сотен птиц. Птиц я не видела, но слышала. Вид с моста открывается с одной стороны на открытое море, с другой на бухту города, где стоят множество кораблей и лодок. Я нашла какую-то дикую лестницу, ее почти что не видно, и решила спуститься корабликом. Не знаю, надеюсь, меня сейчас какой-нибудь охранник тут не выгонит с криками. А то корейцы уж если начнут кричать, так это «мам, не горюй». Вот. Они тут все пришвартованы, поскрипывают. И вообще тут нету людей. Мне кажется, тут нельзя находиться. Но очень так атмосферненько. Знаете, в чем проблема того, что ты путешествуешь один? На самом деле у этого путешествия очень много плюсов, но есть один огромный минус. Некому фотографировать. Вот так и получается, что на моем фото либо архитектура, либо селфи. А я пошла дальше исследовать Чеджу. Итак, две особенности, которые я заметила в этом городе. Первое – это то, что здесь нету светофоров для пешеходов. Вот я пока видела, наверное, от силы 2-3. Зебра есть? Пожалуйста, переходи. В общем, пешеходам здесь быть очень даже хорошо. Вторая особенность – в этом городе нет людей после 8 часов вечером. Я имею в виду на улице. То есть вот, пожалуйста, машины ездят, а людей на улице нет. Где все? Смотрите, в Корее популярно вот это место, называется Пикми. Сейчас я поближе покажу, что это такое. Опачки! Просто место со кучей автоматов. Вообще, мне кажется, корейцы достаточно азартные люди. Похоже, я нашла местное Хонде, и я вижу на улице людей. В основном мужчин, не знаю, где женщины, где девушки. Вот. Вот здесь уже более такая движущая атмосфера. Так, я шла и набрела до местного рынка. Правда, тут все уже закрыто.
Накрыли товар тканью, веревочкой где-то. Кто-то даже не стал перевязывать веревками. И оставили. Никто здесь ничего не берет. Это Корея. Есть другая особенность – аквариумы с морепродуктами. Морепродукты, которые тут же при тебе выловят из аквариума, почистят и приготовят. Здесь это своеобразный аттракцион. И кого тут только нет. Я даже не знаю, как это называется. Но выглядит это ужасно. Пахнет, кстати, тоже. Почему-то каждый осьминог в отдельном мешочке. Не знаю, может, они чтобы не запутались. Доброе утро! Сегодня я встала пораньше, ведь мне не терпится изучить остров. Добрые хозяева вручили мне карту и объяснили, как куда добраться. Смотрите, на Чеджу уже растут мандарины. Местные мандарины, говорят, очень знаменитые, популярные. Знакомство начинается с пляжей. Пляжи Чеджу считаются одними из лучших в Корее. Живописные пейзажи с черными скалами и белым песком выглядят эффектно. Одной из характерных особенностей пляжей Чеджу являются черные камни, фрагменты застывшей лавы и вулканической породы. Вообще на пляже можно увидеть весь спектр красоты пейзажа. Пляж с белым песком, черные скалы и голубое море. Местные любят прогуливаться по берегу, наслаждаясь видом океана и морским бризом. Но это не единственное развлечение. Здесь можно попробовать все возможные виды водного спорта, водные лыжи, виндсерфинг и так далее. Я так понимаю, это комната для переодеваний? Или что это? Блин, это же такое прикольное место. Нет, это не раздевалка. Позже я узнала, что это открытая родниковая ванна. После купания в океане ты можешь помыться в родниковой воде, чтобы смыть соль и продолжить свое путешествие, чувствуя себя комфортно. Большинство людей снимают свои купальники, чтобы принять ванну, поэтому мужские и женские ванны находятся по разные стороны. Но если ты чувствуешь себя некомфортно, ты можешь оставить свой купальник на себе. И тут прям красиво очень. Охота, конечно, увезти с собой. Только что с ней делать? Мусор только дома собирать. Вообще я дошла до какого-то места. Здесь атмосфера, она напоминает какую-то такую американскую, даже больше, чем корейскую. Везде играет американская музыка. Такие здания нетипичные для Кореи. Английские вывески в основном. От Кореи тут только сами корейцы. Сюда часто приходят полюбоваться закатом. Кроме того, здесь расположено множество ресторанов и кафе корейской и западной кухни. Пошла просто туда, где больше всего людей. И тут реально очень много народу. Я села за последний свободный столик. Все занято. Короче, первый раз мне в Корее не понравилась еда. Вообще корейцы очень эмоциональные, конечно, как и в плане речи, в плане поведения, а если выпьют, так вообще. Рядом с моим гестхаусом расположено несколько водопадов. К ним-то я сегодня и собираюсь отправиться. Первым был водопад Чонбан. Корейцы говорят, что это единственный водопад, падающий в море. Но Google с этим не согласен и утверждает, что единственный не в мире, а в Азии.
При падении воды образуется облако мелких брызг. Зрелище не столько красивое, а сколько приятное. Учитывая жаркий день, брызги – это свежее дыхание водопада, который охладит тебя в такую погоду. Кстати, корейцы и здесь подчеркивают свою любовь к селфи и групповым фотографиям. В 30 метрах от водопада расположилась палатка женщин-ныряльщиц. Они добывают морепродукты. Ныряльщицы погружаются на глубину 3-5 метров. Некоторые спускаются даже до 20, при этом не используют специального оборудования. Проводят под водой они несколько минут. Ныряльщицы считаются главами семей, а мужчины же ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей. Иду к следующему водопаду. Здесь уже более благоустроенное место, там было более такое дикое. Блин, я не знаю, кстати, можно тут в эту сторону идти, нет? Что я против системы как-то иду. Следующий водопад Чхонджион. Красиво, но не так уж. Скорее место для галочки. Несколько сувенирных маркетов, и ты в толпе мурашей ждешь своей очереди на фото. Людей много, места мало. Получив свое фото, я не стала здесь задерживаться и отправилась дальше. Еще одно место для любителей природы и красивых пейзажей, вдали от городской суеты. Здесь все спокойно и расторопно. И даже спешащие вечно туристы тихонько бродят по тропинкам. Изюминкой этого места является одинокая скала высотой в 20 метров. На острове с ней связано много мифов. Одни утверждают, что это превратившийся в камень генерал, защищавший страну от монголов. Другие, что это девушка, окаменевшая из-за тоски по своему любимому, ушедшему в море и не вернувшемуся. Здесь можно увидеть красивый рассвет, насладиться удивительными красками и зарядиться энергией. Скорее половина 6 утра. Я поспала сегодня 2 часа и уже отправляюсь обратно в Сеул. Купила здесь местные мандарины. Вообще Чеджу знаменит своей мандариновой фермой. Я уже один попробовала, продегустировала на рынке. Очень вкусно. Сейчас буду пробовать еще. Пару слов о мандаринах Чеджу. Во-первых, у них очень тонкая кожура. Прям вообще максимально тонкая, можно сказать, вот прозрачная.
фрукта, когда ты его ешь, мякоти ты вообще практически не ощущаешь, как будто бы просто пьешь сок. По вкусу что-то между мандарином, апельсином и чуть-чуть грейпфрутом. Но сейчас я уже к вкусу привыкла, поэтому мне кажется, что это мандариновый такой вкус, классический, сладко-кислый и очень-очень сочный, и без косточек.